До того, как встать на заместительную терапию, я не лечился ни от чего, потому что мне было просто-напросто до того момента голова была забита совсем другим. Я не знаю, у меня было какое-то такое отношение к нему, что это вообще все выдуманная история, вот честно сказать. Мне было не до нее, не до ВИЧа, честно говоря, и какое-то время даже не до туберкулеза, что я дотянулся до того, что у меня дырка была уже со спичечный коробок вот так вот. После того, как я встал на заместительную терапию, немного начали мозги собираться в кучу, и там уже, естественно, стал задумываться, что, наверное, надо и другие органы приводить в порядок, чтобы было более-менее как-то комфортабельнее, можно так сказать. Потому что уже начиналось, видать, давать там вот это вирусная нагрузка и все прочее, стал чувствовать себя плохо. И вот все вместе с этой терапией ту начал получать, потому что сказали, что без этого никак не продержишься. На ЗПТ, когда встал на эту программу, тоже были свои нюансы. В общем, так как являешься больным туберкулезом, допустим, поначалу вот тоже было сильное давление, типа будешь получать заместительную терапию, только вот при докторе пришел, получил противотуберкулезную сначала, выпил при ней, вот так вот, типа как маленький шантаж такой со стороны было вот этого, со стороны медиков, что только вот по-другому никак у нас не идет вот это вот. Она тяжелая сама по себе, эта терапия противотуберкулезная. Депрессия такая постоянно, что кошмар, тошнит, это ужас, глотать горы таблеток всех. А заместительная терапия как-то стимулировала, что ладно, я выпью там те таблетки поначалу, а потом уже приму вот эти вот. А я знаю, сколько людей, вот как только развалилась эта программа, они даже перестали, я уже не говорю за туберкулезную, за ретровирусную терапию, побросали все, потому что всем стало не до этого, вот так вот. У многих был тройной диагноз: и ВИЧ, гепатиты и туберкулез. И это был выход. Действительно, что система была, режим был у людей. Нормально было, во всяком случае, многие проблемы ушли сразу. «20 мая 2014 года, черный день такой, последний раз, когда нам выдавали эту терапию. Всем стало не до того, ни трамадол, ничего. Сказали, все, в России закон, не может быть никаких поддерживающих лекарств. И закалывали просто тупо снотворными, от которого почки садились и все прочее, так что ой-ой-ой. Если раньше нас вытягивали из притонов, с улицы, говорили, что надо ходить на заместительную терапию, что это снижение вреда, то когда мы начали за ними ходить, узнали, что закрывается программа, они говорили: все, никакой программы, забудьте за это, как страшный сон. Единственный был выход, вот нам предлагали в Украину ехать, там получать препарат. Была безнадега полнейшая, безвыходное положение. Там кто как мог, так и просто-напросто выживал. Перед тем, как программу уже закрыли, сказали, что нам будет предоставлена какая-то реабилитация. Приехало, по-моему, 2 девушки, сели в кабинете, где выдавали профилактику от туберкулеза. И так вот друг другу передавали, клиенты передавали, что там какие-то девчонки записывают на реабилитацию, кто хочет, подходите. И сразу нас предупредили, что медикаментозного лечения нет, это все будет внушать нам будут, что бросайте, все будет хорошо, жизнь изменится у вас. Но когда мы начали говорить, что мы больные люди, и нам тяжело будет физически, они говорили: нет, это у вас в мозгах. Все пройдет, все попустит. Я даже если бы мне и предложили поехать на реабилитацию, я не могла бы это сделать физически, потому что я привязана, у меня ребенок инвалид, и я должна находиться, обслуживать его, поэтому я его бросить не могла бы. С собой взять тоже, он взрослый, 27 лет, взрослый мужчина. Не спал я, не спал именно ночами, или часа по 2-3
максимум 4 за сутки. Это чуть меньше года я не спал. Сна не было никакого. Естественно, депрессия, раздражение, вот это все-таки. Болевой именно участок, ну, где-то, когда болело все именно, ну, месяцев 5-6 это точно было вот так вот. Недомогание. Кости выламывало, все вот это вот. Но самое худшее было то, что вот не поспишь. Надо где-то было искать что-то на стороне опять. Я не могу сравнить с раковыми больными, это, конечно, ну что-то типа наподобие того. Возьмите у ракового больного, отнимите вот это вот обезболивающее, что ему дают, и все, и посмотрите, это будет в 2 раза быстрее дорога в облака или куда там. Ну, в мае 2014 года, когда ЗТ остановлена была в Крыму, я как-то выразился, что для меня это, как для врача, для ООНовского чиновника, скажем, и для человека из науки это совершеннейший абсурд. И что риски большие, что люди погибнут и будут страдать. О страдании много свидетельств. После этого я провел через людей, которые туда путешествовали, анкету после 6 месяцев, то есть в конце 2014 года. И тогда данные некоторые совершенно четкие, то есть имена есть, другие не такие точные, но данные, что, по крайней мере, тогда около 10% людей уже погибло. Речь идет где-то о 80 бывших пациентах. По крайней мере. Да, я должен сказать, что меня тоже теперь очень волнует ситуация в Донецке и в Луганске. Потому что, как вы знаете, ЗТ там остановилась с февраля 2015 года. Мы теперь в марте 2016 года, и очень мало у нас информации о том, что там делается и случается. Добрый день, меня зовут Алексей, канал Drug Users News. У меня вопрос к господину Иванову. После закрытия программ заместительной терапии в Крыму осталось большое количество пациентов, которые выпали из медицинского поля. И на сегодняшний день только в Симферополе больше 30 человек погибло. Люди на сегодняшний день остаются без помощи и продолжают погибать. Как вы видите решение этой проблемы? Мы привлекли всех потребителей наркотиков, их родственников, для прохождения программ реабилитации и ресоциализации в реабилитационных центрах целого ряда российских городов. В Санкт-Петербурге, в Москве, Ставропольском крае, в Ростовской области. Постарались максимально охватить этот контингент. Вот идем мы по городскому кладбищу Абдал, так называемому. Город Симферополь. Еще каких-то лет 5-7 назад я даже и не думал, что я буду здесь так частенько прогуливаться. А на данный момент большинство моих друзей все лежат вот здесь вот под мраморными плитами и улыбаются с портретов мне. Многие после отмены заместительной терапии просто, как говорится, начали употреблять, что попало, где что найдут. Вот эта химия, вот эти там самодельные кустарные какие-то там выколачивания, тоже непонятно ничего, какого-то вещества, психотропные вот эти вот вещества, вот, которые очень сильно разрушают здоровье. Тот же крокодил, там, ну это только что я знаю, вот такое вот. Вот, по-моему, вот это еще дает тоже большой процент к смертности, потому что люди долгое время употребляли одно, и тут начинается вот это вот ядопринимание, в буквальном смысле слова, что люди яд в себя вгоняют. Ну, у людей образовалась пустота, им надо эту пустоту чем-то забить. Кто начинает пить, кто начинает, там, вот ему сказали, этим можно там уколоться, там тебе будет нормально. И все верят на слово, и все начинают вот делать эти вот уколы, непонятно чем вообще. Если человек употреблял, допустим, лет 20-25, то, извини меня, от аспирина мне легче не будет сейчас.
Конечно, это постоянно вот на тебе накапливается, а выхода нету никакого вообще, я даже не вижу, как тут что можно сделать. Куда-то эмигрировать со страны, а потому что иначе, ну как, это просто-напросто нас тупо берут и уже живыми хоронят, вот только и ждут, когда освободится, мы перестанем занимать место здесь, на этой земле, рано или поздно. Мучаемся, мы просто мучаемся, вот и все. После программы многие поумирали или просто от кумаров, или от передоза, или суицид. Взрослые люди и молодежь. Некоторые из репцентра убежали, ноги, руки ломали, позвоночники. Вот женщина со мной работала, ходила на программу, Мирошка Галя, Кияниха Света, художник у нас был, Палыч был замечательный человек, все его очень уважали, любили. Не дайте нам умереть. Молодежи много поумирало. Антон был у нас, ну, это вот такие, с которыми я более-менее общалась близко. Люся, Олечка, 2 детей осталось, умерла. Вот только в Симферополе у нас, из тех, кто ходил на программу, я почти 30 человек я знаю, что умерли. И многие еще лежали такие, что были без документов. Может, даже их и хоронить было некому, умерли на том диспансере, в 7-й инфекционной больнице. Поэтому я уверена, что список еще больше. И часто все равно же мы встречаемся, там, перезваниваемся. И очень часто говорят, что вот ты слышала, там, Сережка умер, вот ты слышала, там, тот... Скажем, что наркоманы, Господи, быстрее сдохнут, меньше проблем. Нету человека, нету проблем. Вот и все.